Как жить дальше? Что делать, когда не понимаешь, как жить дальше? Дайте, пожалуйста, 3-5 советов от психолога. Вот примерно такие запросы я получаю от вас, и в этом видео отвечу. Когда, в какой ситуации у человека возникает вопрос, как жить дальше? Это всегда ситуация потери чего-либо. Развод, потеря здоровья, да, ну, какая-то болезнь серьезная, потеря бизнеса, уход детей из дома и так далее. Да, вот. Потеря, например, привычного мира, вот в чем мы все оказались, да, с начала войны. Все это есть некая утрата, да, которая внутри вызывает нежелание, ну, то есть, да, первая такая реакция, это нежелание это принимать, и отсюда вопрос такой, ну, знаете, как вопрос утверждения, вот я без этого жить не согласна, то есть, ну, на самом деле вопрос, а что мне делать дальше, да, это вопрос непринятия того, что старое разрушено, по-старому уже не будет, и необходимо создавать новое. И на самом деле вот такая большая душевная работа, которую вы в любом случае должны будете провести, это принятие того, что да, это потеряно, ну вот это старые отношения или старый образ себя, старые представления, например, да, если женщина стареет, вот образ себя молодой, и это потеря, этого нет уже. И необходимо создавать что-то другое. Да? То есть вот, по сути, ну такая стратегическая работа. Но с чего начать? Вот когда состояние, когда человек задает вот этот вопрос, а как же дальше, как жить дальше, я не знаю, как жить дальше. Это состояние крайнего отчаяния и крайнего регресса психологического. То есть в этот момент ну, на психическом уровне вы младенец. Да, вот младенец. И когда человек говорит, дайте мне 3-5 советов, это примерно такая же история, как давать советы младенцу, которого, ну вот представьте, младенец, ну вот месяц ребеночку, да, или там 2-3 недели. И вот его оставили одного в каком-то большом чужом городе ночью. Какие советы ему? Ну ему эти советы до одного места, он не сможет ими воспользоваться. Потому что совет это про то, что нужно что-то сделать. А это состояние, когда делать невозможно. Это вопрос проработки чувств. Поэтому первый, ну, совет такой нетрадиционный, да, не в плане, что делать, а в плане, вот, как с этим справиться, это про то, что когда вот вы падаете в эту бездну отчаяния, откуда возникает вопрос, ну что, как жить дальше, я не понимаю, я не вижу. Вот просто говорите себе, что сейчас это переживает, вот это падение в бездну переживает не вся ваша личность, а именно младенческая часть. Ну вот, если вам подходит, возьмите себе эту метафору. Вот представьте, тот же большой город, та же ночь, и вот оставили там ребенка месячного, да, младенчика, и взрослого 30, 40, 50-летнего человека. Вот чужой город, ночь, непонятно что как. Ну, это сложная ситуация для всех, но вот представьте глубину отчаяния младенца и ну, растерянность, дезориентацию, стресс взрослого человека. То есть это разные уровни переживания, просто разные. У младенца и на младенческом уровне психики все переживания, они как океан. Они безграничны, они тотальны, они какие-то просто, знаете, нескончаемые. Да? И вот то, еще раз, внутреннее отчаяние сильное и такое, ну, безнадежность, бессилие, которое вы переживаете, это то, что исходит из младенческих слоев вашей психики. Но поскольку вам уже лет 20, 30, 40, 50, у вас есть и другие слои психики, да? И к ним тоже нужно возвращаться. Представьте себе еще раз состояние взрослого человека в непонятном месте, в город один, там без денег и так далее. Ну это стресс, но это не океан отчаяния, понимаете? И вот в момент, когда вы спускаетесь на младенческий уровень, не переживаете именно океан отчаяния, ну, попробуйте эту мысль вспомнить, как-то себе проговорить, и это будет тоже такая уже хорошая контейнирующая вещь.
Второй момент, самое, наверное, лучшее, что я могу порекомендовать, это найти грамотного психолога, психотерапевта. Возможно, возможно, вам специалист посоветует какие-то медикаменты нормальные, то есть не надо пугаться, сейчас есть хорошие медикаменты, которые поддерживают тело, да, в здоровом теле здоровые духи, наоборот, тело поддерживает дух, психику, и вы быстрее выходите из этого океана отчаяния. Можно без медикаментов, тут по-разному, смотря по вашей ситуации, грамотный психолог, психотерапевт сможет вас проконсультировать, если нужно, направить к психиатру, кто, в общем-то, эти медикаменты может вам назначить, да, ну, или к клиническому психологу, то есть человеку с медицинским образованием. Такая работа терапевтическая, она что делает? Ускоряет выход. То есть, если вы самостоятельно будете в этом барахтаться там, полгода, то с хорошим терапевтом 2 месяца. То есть, в 3-4 раза сокращает время, сокращает ваш энергетический ресурс, потому что, ну, другой человек тоже в вас вкладывается. И что самое важное, грамотная психотерапевтическая работа позволяет не только выйти в ноль, да, вот вы сейчас в минусе себя ощущаете, не только вернуться в вашу предыдущую норму, то есть в условный ноль, но сделать скачок. Потому что вот такие падения, да, вот эту бездну, это всегда и возможность, знаете, нырнуть на глубину и достать жемчужинку. Вот сколько у нас сказок, мифов вот с этим нарративом, да, когда герой опускается на самое дно и оттуда достает жемчужинку. И вот любой такой кризис душевный – это прямой шанс достать жемчужинку. Но если у вас не хватает энергии себя оттуда достать и так далее, то психика будет работать на выживание. Если вы добавляете себе помощь извне, тогда психика может начать работать на поиск новых смыслов, то есть на жемчужинки. И я знаю вот в своей работе и на примере пациентов, студентов наших, что правда вот когда человек вот в таком сложном состоянии, он больше склонен к глубинной работе, к поиску новых каких-то ценностей, смыслов. И если это происходит, то затем происходит качественный скачок и во внешних результатах в жизни, ну иногда какой-то поразительный скачок, да, в доходах материальном, потому что, смотрите, вот это состояние безнадежности, оно всегда, давайте так, не всегда, очень часто сопровождается еще таким состоянием, когда человек чувствует себя нищим. Ну, он связывает это состояние с деньгами. И есть вот такое состояние нищеты. Да, хотя может быть по-разному, у человека могут быть деньги, может не быть денег, но вот внутри ему кажется, что вот-вот-вот они закончатся, вот-вот-вот-вот и уже ничего не будет, да, вот-вот-вот-вот и я там, не знаю, не смогу там покрыть какие-то платежи или там выплатить зарплаты сотрудникам, еще что-то. То есть такое ощущение внутренней конечности ресурса, что его практически уже нет, вот-вот-вот еще сегодня хлеб есть, а завтра уже не будет, да. Еще раз, при этом реальность может быть очень разная. Вот я работала с пациентами, которые были миллионеры и так себя чувствовали, и с пациентами, у которых, правда, ну, там, судя по всему, действительно были последние $100 в кошельке, но состояние одно и то же, да, такое внутреннее состояние нищеты, это признак депрессии, принят, ну, официально, да, в справочниках международных, где описываются критерии психологических расстройств, и там вот это ощущение нищеты, это есть критерий диагностирования депрессии в том числе, да, поэтому если вам кажется, что вот денег вообще нет уже и не будет, то очень вероятно, что это связано с вашим внутренним состоянием, а не с реальным положением дел. И вы, ну, кто-то может вспоминать свои прошлые опыты, когда вам так внутри казалось, что, боже, я еле-еле все это тяну, а сейчас, если вы в нормальном состоянии психическом, вы оглядываетесь на эти периоды жизни и думаете, это все нормально было. Вот что-то я там, были у меня деньги всегда там в ящичке какие-то там лежала какая-то, да, в кубышечке что-то там всегда идут, то есть не было такой вот беды, да, почему я так это переживала. Ну вот так психика ну, такой делает с нами обман своего рода. Значит, третий пункт, о котором хочу сказать, это
овладение искусством маленьких шагов и маленьких радостей. Что это значит? Каждый день у вас должен быть план, что вы делаете. Да, то есть у вас должно быть движение, ну и ментальное, и физическое. Самое худшее, что можно сделать в этом состоянии, это лечь и лежать, потому что вы будете глубже, глубже, глубже туда внутрь спускаться. Поэтому планируйте день, особенно если, например, вы не работаете, и у вас день весь пустой, ну или там какая-то часть дня, заполняйте его заранее действиями. Вот утром вы проснулись, у вас должен быть день распланирован, что вы делаете. Да? Пусть это маленькие шаги. Поубирайте дома. Кстати, гигиена тоже очень важна. Себя убирайте, дом убирайте, потому что это тоже связано напрямую с психическим здоровьем. Если вы будете, ну, там, чистым, дом у вас будет чистый, вы будете опрятно одеты, это улучшает психическое здоровье. Вот есть много рассказов, в том числе там блокада Ленинграда, когда была, и то есть когда человек переставал мыться, он буквально за короткое время умирал. Да, то есть это связано еще. А вот люди, которые, это рассказывала Алиса Фрейндлих, вот про свою бабушку, что бабушка была немка, она была такой очень такая педантичная, пунктуальная, и она говорит, вот во время блокады она постоянно нас держала в чистоте, и вот мы все выжили, да, потому что люди, которые чуть-чуть давали слабину и начинали как-то меньше за собой ухаживать и так далее, они скатывались, да, психически и физически. Поэтому искусство маленьких шагов и маленьких радостей. Радуйте себя, вот свое тело, что-то вкусное поесть, что-то приятное послушать, что-то хорошо пахнущее понюхать. Вот все, что касается органов чувств, делать приятные, да, маленькие такие приятные радости себе. Также для своего мозга что-то, например, красивое почитать, или, ну, вот кто-то поэзию любит, да, именно красивое, знаете, вот то, что вы ощущаете красивым. Вот у меня, например, есть психологи, которых я люблю слушать, ну, мои учителя, и вот, вот если бы у меня спросили, для тебя вот его семинар какой? Вот это красивый, вот какие красивые идеи у человека, да, вот красиво. И вот все, что мы переживаем как красивое, это то, что действует глубоко на лимбический отдел мозга, ну и глубоко психически. Вот, это собирает нас очень хорошо. Ну вот, пожалуй, такие рекомендации, которые позволят вам постепенно трансформировать это состояние, да, такого тупика, неизвестности, отчаяния в какое-то новое видение реальности и в видение новых возможностей, которые всегда открываются. Жизнь всегда продолжается. Завтра всегда наступает.